Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тющенко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о допустимых реакциях собак и кошек после прививок. Не скажу, что этот вопрос очень сложен, но он очень часто возникает у владельцев собак и кошек, особенно у тех, кто вакцинирует свое животное первый раз. Итак, все по порядку. Первое. Давайте кратко разберемся, что такое вакцинация и что такое иммунитет. Вакцинация – это введение в организм животного антигена, вакцины, с целью выработки иммунитета, или другими словами, выработки устойчивости организма к тем или иным инфекционным заболеваниям. То есть, в ответ на введение антигена организм вырабатывает специфические антитела, которые в будущем будут распознавать этот антиген и нейтрализовать его, только уже будут распознавать патогенный антиген. Специфическое значит, что если, например, вводится вакцина против кальцивироза кошек, то в организме будут вырабатываться антитела только к этому заболеванию и никакому другому. Если, например, вакцина пятивалентная, то есть содержит в себе компоненты против 5 заболеваний, то и антитела будут вырабатываться только к тем 5 компонентам, антигены которых содержатся в данной вакцине. Раньше вакцины были по сути ослабленными штаммами патогенных вирусов или бактерий. Такие вакцины назывались живыми вакцинами. То есть теоретически такие вакцины могли при определенных условиях опять превратиться в патогенные. Очень редко, но такие случаи все же бывали. И по сути процесс выработки иммунитета при вакцинации такими вакцинами представлял собой переболевание животного только в легкой форме тем или иным заболеванием, от которого была вакцина. Понимаете, что при этом реакция организма была достаточно бурной и носила все признаки настоящего заболевания, хотя это и протекало в значительно более легкой форме. Плюс надо добавить еще то, что такая вакцина содержалась в специальной среде, которая называлась адъювант. Как правило, это были гидроокись алюминиевые адъюванты, которые сами по себе тоже очень часто давали осложнения в месте введения вакцины в виде различных припухлостей. И во многих случаях эти припухлости сами собой не проходили. Их приходилось удалять хирургическим путем. Живые вакцины давали достаточно много поствакцинальных осложнений. Сейчас ситуация с вакцинами совсем другая. Сейчас живых вакцин для собак и кошек уже давно нет и в помине. Среди современных вакцин уже почти нет даже инактивированных вакцин. Инактивированная вакцина — это по сути убитый штамм живой вакцины, главной особенностью которого есть то, что такой антиген ни при каких условиях не может превратиться в патогенный штамм. Такой тип вакцин уже намного прогрессивнее в сравнении с живыми вакцинами. Такие вакцины уже намного меньше вызывают поствакцинальные реакции, и протекают такие реакции в менее ярко выраженной форме. В последнее время уже появились рекомбинантные вакцины, то есть вакцины, полученные с помощью генной инженерии. По сути, в организм вводятся уже не полные антигены, которые могут вызывать аллергические реакции, а только участки антигена, отвечающие за выработку иммунитета. Такие вакцины очень иммуногенные, эффективны, они очень стабильные и менее аллергенные. К тому же, таким вакцинам уже не страшны даже перепады температур. Как вы знаете, что даже инактивированные вакцины требуют определенных условий хранения от 2 до 8 градусов. Для рекомбинантных же вакцин такой жесткий температурный режим уже не требуется, хотя производители и пишут, что 2,8, но в принципе они достаточно стабильные при даже более высоких температурах. Но самое главное, что выгодно отличает этот тип вакцины от всех других, так это то, что они вызывают минимум поствакцинальных реакций. Об осложнениях я даже и не упоминаю, их просто нет. Теперь вернемся к возможным осложнениям, которые все же могут возникнуть после введения вакцин. При введении современных вакцин, как я уже сказал, поствакцинальные реакции сведены к минимуму. В отдельных случаях могут наблюдаться некоторые побочные реакции организма, связанные с его индивидуальными особенностями. Но, как правило, за день, максимум за 2 дня такие реакции проходят. Это могут быть незначительное повышение температуры тела до 1 градуса. Животное может быть вялым, может отказаться от корма, отказаться от игры с вами, забивается в свой домик и сидит там. Вместе инъекции может быть небольшая припухлость, которая в течение некоторого времени должна пройти сама собой. Может быть даже наблюдаться небольшая хромота.
Причем я хочу сказать, что такие реакции могут наблюдаться еще и как следствие стресса животного. Стресс от самой инъекции, стресс от похода в ветклинику. Поэтому эти факторы тоже надо учитывать. Но еще раз подчеркиваю, что, как правило, в большинстве случаев это проходит в течение суток, максимум 3. Да, некоторые производители в наставлении по применению вакцины пишут, что при введении вакцины могут возникать различного рода аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Не знаю, теоретически, конечно, могут быть такие реакции. Просто производитель вакцин страхует себя и предупреждает об этом. И я, когда делаю вакцинацию, то всегда готов к таким нестандартным ситуациям. Но никогда у меня таких случаев при работе с собаками и кошками не было за всю мою многолетнюю практику. Один раз, правда, лет 30 назад такой случай у меня был, когда я делал свиньям вакцинацию живой вакциной. Причем анафилактический шок возник не у одного животного, а у 5-6. Это был, конечно, кошмар для меня. У меня самого тогда чуть шок не возник. Но это было один раз и очень давно. Качество вакцин тогда было далеко не на должном уровне, тем более, что это была живая вакцина со всеми ее недостатками, о которых я говорил выше. Современные же вакцины для собак и кошек, как правило, вообще не дают ярко выраженной поствакцинальной реакции, кроме тех незначительных, о которых я упомянул выше. Как показывает практика, что в 90% случаев волнение хозяев по этому поводу напрасно. Но если вы видите, что температура тела животного очень повышена, то есть поднялась более чем на 1 градус и не падает в течение более чем суток-двое, животное сильно угнетено, воду не пьет, не ест, тогда, конечно же, обратитесь в ветклинику. Возможно, это связано с тем, что вакцинация спровоцировала активизацию какого-то латентного или хронического заболевания. Это редко, но бывает, особенно если купили животное, но не выдержали его на карантине, не провели всех подготовительных мероприятий и решили сразу провакцинировать. Чтобы свести к минимуму все поствакцинальные реакции, то вот несколько обязательных условий. Первое. Животное должно быть абсолютно здоровым, клинически здоровым. За 2 недели до вакцинации обязательно проведите обработку против гельминтов. Если есть эктопаразиты, то от них тоже проведите обработку. Если вы животное где-то купили, то не спешите сразу делать вакцинацию. А обязательно выдержите животное на карантине тоже, хотя бы недели 2. Да, еще момент. Вместо инъекции вакцины все же лучше обработать дезраствором или спиртом 70%. При этом не вводите вакцину сразу после обработки вместо инъекции, а немножко подождите, пока дезраствор не высохнет, чтобы он не разрушил часть вакцины. Это теоретически, в принципе, лучше перестраховаться. Я считаю, что это надо делать обязательно. Одни врачи говорят, что надо обрабатывать вместо инъекции, другие скажут, что не надо, что, мол, на коже животного есть бактерицидные вещества, которые не дадут микрофлоре проникнуть через кожу. В принципе, и те, и другие имеют здравый смысл. Все это так, но когда возникает припухлость, которая длительное время не проходит, то тогда приходится гадать, а с чем же это связано? Это поствакцинальная реакция или результаты того, что не обработали место введения вакцины. Поэтому, чтобы свести к минимуму даже незначительные поствакцинальные реакции, соблюдайте правила, о которых я сказал выше, и используйте только современные качественные вакцины. Вот и все, что касается поствакцинальных реакций у собак и кошек. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!